Привет, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Шакаяма. Меня зовут Юра, и мы будем с вами сегодня готовить. Я буду с вами сегодня делиться своим секретным рецептом кулича, которого не знает никто. И вот уже который год подряд он покоряет сердца гостей. Это будет типа панеттоне. Если кто не знает, панеттоне — это такой итальянский кулич, который итальянцы готовят на Рождество, вовсе не на Пасху. У них там пасхальные истории совсем другие, связанные с кроликами и яйцами, а вот у нас куличи. Почему я взял этот рецепт? Потому что консистенция, финальное тесто мне нравится больше, чем классический наш советский, российский кулич. Вот. Поэтому использовать муку мы будем специальную. Это мука 2.0, обязательно из мягких сортов пшеницы. Почему именно она? Потому что в ней много клейковины, и поэтому, собственно, тесто получается хорошим, эластичным. Мы с вами на все на это обязательно посмотрим. Сахар мы будем использовать тростниковый. Сахар называется Панелла. Вот он. На самом деле это обычный тростниковый сахар, просто очень-очень-очень мелкого помола. Вот можете посмотреть, на самом деле он практически как пудра. Ну, скомкавшаяся уже, но ничего страшного. Давайте приступать. Первым делом мы с вами отправим замешиваться тесто. Тесто это будет заготовка на наш кулич. Для этого нам потребуется взять яйца. Отсюда мы возьмем 2 яйца и 2 желтка, которые мы сразу же можем разбивать в дежу. И сейчас мы сюда будем отправлять желтки. Кто не знает, как отделять белки от желтков, есть отдельное видео. Посмотрите обязательно, будет вот в подсказочках. Да? Так, все, убрали. И прежде чем мы начнем замес, не забываем, ребятки, обязательно поставить лайк этому видео, подписаться на канал, нажать на колокольчик, ну и сделать все необходимые манипуляции, чтобы алгоритмы YouTube продвигали бы наши видео дальше и все бы это видели. Отправляем сюда весь наш сахар и отправляем сюда муку. Вот. И ставим на замес. А мы тем временем приступим к подготовке опары. Для этого мы берем молоко. Молоко такое слегка теплое, ну на самом деле оно прохладное, но не прямо из холодильника, комнатная температура. Выливаем молоко. Следом сюда отправляем сахар. Такой же самый тростниковый сахар Панелла. Чуть-чуть это дело подразмешаем. На самом деле использовать вы можете любой сахар, который хотите, не обязательно брать этот. Можно взять либо обычный тростниковый, либо обычный белый сахар. Просто вот этот вот, он даст дополнительный аромат, очень приятный к куличу. Ну и вообще он вкусный. Давайте дальше мы сюда добавляем дрожжи. Если у вас нету живых дрожжей, то замените их на сухие. Сухих в 2,5 раза меньше, чем живых. То есть у меня здесь 10 граммов живых дрожжей, это значит, что вам потребуется 4 грамма сухих. Да. Все хорошенечко размешали. Но нам нужно, чтобы дрожжи обязательно разошлись в молоке. Сахар не обязательно его прям до полного растворения. Теперь мы сюда отправляем муку. Больше венчиком мы месить не будем, потому что это будет достаточно плотная опара. Итальянцы ее называют бига. Это такая плотная опара. Если останутся комки, ничего страшного, они разойдутся в процессе, когда будет отстаиваться наше тесто. Все, больше не надо, просто перемешать. Как раз мы замешали опару, и у нас уже замешалось наше тесто. Так, вытаскиваем отсюда тесто. Мы с вами обратим внимание на то, как тесто себя чувствует сейчас. Нам нужно предварительно проверить, есть ли в тесте развитая клейковина. Для этого мы должны растянуть и проверить глютеновое окно, есть оно или нет. Оно формируется тогда, когда глютен или та же самая клейковина, кому как больше нравится, так и называйте, когда оно полностью развилась, набухло, напиталось влагой и сформировало единую сетку, которую мы можем растягивать. Сейчас давайте проверять, есть ли здесь.
Ну, здесь ничего нет. Оно вообще никак не эластично, никак не растягивается. Все тесто рвется, поэтому мы его обратно сформируем из него шарик. И оставим его на 3 часа. Через 3 часа мы с вами вернемся и посмотрим, развилась ли клейковина или нет. Касательно опары, мы тоже, ну или биги, мы ее тоже накроем пленкой и оставим при комнатной температуре на те же самые 3 часа. Ну что, друзья мои, прошло 3 часа, и мы сейчас с вами готовы продолжать замес нашего теста. Быстренько пробежимся по ингредиентам, что нам потребуется еще. Мы возьмем еще сахара, я тут взял еще немножко меда, сливочное масло и соль. Соль у нас пойдет в конце замеса. Ну, опара наша бига поднялась, очень даже неплохо. И теперь тесто. Сейчас мы посмотрим, ради чего, в общем-то, мы здесь так долго ждали. Мало влаги, но клейковина уже развивается, видно, что тесто более эластичное. Не так рвется, хотя, ну, влаги мало, но даже при этом маленьком количестве влаги мы можем что-то отсюда даже растянуть. В эту дежу мы отправляем сразу же всю нашу опару. Следом к ней отправляем наше тесто. И сюда же отправляем сахар и мед. Масло и соль пока не трогаем. Все это замешиваться будет без масла и соли. Все, короче, ждем, пока оно все подсмешается на первой скорости. Потом будем добавлять туда уже сливочное масло. Пока наше тесто там замешивается, мы подготовили здесь микс из цукатов и изюм. Это мы будем уже вообще в самом конце добавлять. А сейчас мы хотим, и вы тоже хотите добавить вместе со мной цедры. Мы возьмем цедру лимона, половинку, и, наверное, почти цедру целого красного апельсина. Стараясь не зацепить вот эту вот белую горькую часть, снимаем с красного апельсина цедру. Вообще, конечно, я бы вам рекомендовал такую терочку себе приобрести. На ней удобно еще и сыр потереть, трюфелечек, если у вас вдруг завалялся где-нибудь. Вот, мы берем вот эту цедру, которую здесь насобирали, и отправляем в наше тесто, которое уже на самом деле практически готово. Первым делом мы добавляем соль. 2 минутки, и потом приступаем к сливочному маслу. Приступаем к маслу. Берем маленькими кусочками холодное масло. Чуть-чуть его можно размять. И закидываем туда. Закидываем по чуть-чуть. То есть вот мы сейчас вот это вот закинули, и все, и будем ждать, пока оно все не вмешается. Если сразу много накидать, то велик риск того, что оно вообще не вмешается, и все там будет плавать в масле, оно растопится, короче, придется все переделывать, поэтому лучше по чуть-чуть. Ну что, мы вмешали масло, можно его потрогать, тесто должно быть холодным. Вот какое клевое. Так, сейчас мы добавляем сюда все наши цукаты, кто что во что гораст. В общем, здесь у нас 300 граммов цукатов. Вы можете это заменять на все, что хотите, да, все, что вам больше нравится. Загружаем сюда за один раз, включаем на первую скорость и даем этому еще промесить, пускай там пару минут. Цукаты вмешиваются в тесто и распределятся там. Первым делом возьмем масло растительного, чуть-чуть маслечко буквально в миску, где будет наш кулич стоять, и чуть-чуть масла растительного буквально на руки. Капельку. Классная, очень-очень
Шелковистое, эластичное тесто. Вот даже оно отдохнуло чуть-чуть. Вот видно, да, как оно растягивается. Но еще отдохнет, будет еще лучше. Все, формуем наш кулич в шар. Very, very good. И теперь вот этот вот шар мы убираем в миску. Все. Заворачиваем это в пленку и оставляем на 1,5 часа. Пускай 1,5 часа это тесто работает. Но работают дрожжи, оно увеличивается. Духовку мы уже включили, она нагревается, там 180 градусов должно быть. Ну, на самом деле, все зависит от вашей духовки, да. Возможно, там должно быть и все 200, я не знаю. Но вот у меня с вентилятором должно быть 180, это я уверен. Если вентилятора нет, то 200. Ну что, прошли 1,5 часа. Вот наш кулич. Ну, это пока еще не кулич. Пока что это еще тесто. По старой схеме. Немножко на руки. Так будет гораздо проще с тестом работать. Оп, вытащили. Мы будем делать его вот в таких вот формочках куличных. В принципе, ну, их легко найти в любом супермаркете, особенно сейчас, в преддверии Пасхи. Вообще легко. То есть это формочки на 450-500 граммов. Да? Ну, то есть это маленькие. Обычные куличи больше, там где-то 750-800. Вот. Но у меня маленькие, я лучше сделаю много маленьких. Вот оно, вон, видите, спрятала пузырь. Ну, то есть как бы понятно, что эластичность теста, она просто на уровне нереальности всяких. Очень крутое тесто. Будем формовать кулич. Взяли, положили мы наше тесто. Вот, и сейчас мы его растянем. Дальше берем и вот таким вот образом заформовываем. Оп-оп-оп-оп, наш кулич. И теперь наша задача его просто сделать плотным шариком. Прекрасненько. Все, и теперь готовый наш шарик мы кладем в форму. Все. Вот мы их сформовали, пожалуйста. Вот у нас есть 4 кулича. Теперь мы их должны отправить растаиваться. Это значит, что, ну, кто не знает, сейчас я поясню, что сейчас дрожжи будут активно работать в теплом помещении и поднимать наше тесто. Как только наш кулич уже, ну, поднимется хорошо над формой, практически дойдет до самого края теста, да, мы будем запекать. Вот, а сейчас мы накрываем пленкой и убираем. Насколько по времени мы будем их убирать, очень сложно как бы предугадать, потому что все зависит от окружающей среды, от температуры воздуха. Но 100% не меньше 1,5 часов. Итак, дорогие мои зрители, в общем, подошли наши кулички. Как вы видите, вот они уже все приподнялись, какие-то даже уже пытаются убежать. На самом деле они у меня стояли почти 2,5 часа. Но у нас прохладно, поэтому я там соображал, придумывал. Слушайте, пахнет на самом деле очень классно. Очень ароматные кулички. Итак, самое главное их ни обо что не ударить, потому что тесто нежное. И оно резких ударов боится. Ой, ой, ой. Так, вот, так вот. Все. Я думаю, что они там будут стоять где-то порядка минут 40. Вот, но мы поставим таймер 30 минут и через 30 минут проверим. Вот и прошли наши где-то 27 минут на самом деле, и уже пора доставать. Давайте смотрите, какие они там красивые стоят. О-о. Какие красавчики у нас получились. Мы теперь сразу их скинем на решетку, потому что они должны остывать, горячие жуть. Все, теперь они остывают полностью, и будем приступать к украшению.